Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сегодня поделюсь очень вкусным рецептом помидоров на зиму. Без уксуса, без сахара, без прогревания и стерилизации, которые прекрасно достоят и до весны в прохладном месте. Начнем! Я буду это делать в контейнере пищевом. Помыла, помидорки тоже помыла. Выкладываю носиками вниз, так, чтобы они стояли. Смотри, какие они послушные. Первый слой готов. Вторым слоем выкладываем свеклу, которую тонко-тонко нарезали. Вот так вот. Следующий слой помидоров. Вкусно. И надо, чтобы они до конца доходили, вот так будут падать. Не падать. Может, чуть-чуть так на бок, чтобы еще свекла влезла. И они, видишь, что такие крупные остались. А надрезать их можно? Нет. Так. Можно немножечко вот так вот, понял? Чтобы наискосочек. Вот так. Снова свекла. Ну, красота! Ну, а теперь рассол. В кастрюле чистая вода. Буду давать вам, хозяюшки, на литр. На литр 2 столовые ложки соли. У меня здесь 2,5. И на литр понадобится 1 столовая ложка без горки горчицы. Все хорошо перемешиваю, чтобы соль растаяла и горчица растворилась. Понадобится именно горчичный порошок. Магазинная горчица в банке не подходит. Все, когда соль растаяла, заливаем нашу красоту. Я это буду делать сначала вот так вот аккуратно. Так, теперь можно и вот так. Уже кастрюля не полная. Смотри, как мы с тобой угадали. Все под самые завязки. Вот так вот. Сверху тарелку или доску и небольшой грузик. Все. Ну просто красота. Хозяюшки, если у вас есть погреб, сразу ставьте это в погреб. Никакие тарелочки, кружки мыть не нужно. Горчица идет как антибактериальная такое вот составляющее. Но я ускорю процесс, поэтому на 2-3 дня оставлю при комнатной температуре, а затем уберу в холодильник и буду в нем и хранить. Ну какова красота, какова красота. А сейчас, хозяюшки, эксперимент. У меня осталось после консервации немного перца. Нарезаю в кастрюлю или в банку, или в миску. Главное, чтобы материал был не окисляющий, потому что будем квасить. Кусочек лука. Сюда же. Это из остатков, да? Да, да, ну свекла. Можно съесть. И все же я хочу попробовать, что получится. Я так предполагаю, хозяюшки, что получится обалденная заправка для борща. Или томатный морс для зажарки. Вот что-то вот мне так интуиция подсказывает. Так, есть. Помидоры. У меня не кондиция. Такие вяленькие, не очень красивые, зато спелые. Нарезаю произвольно. Все, что мне не нравится, отрезаю. То есть сюда чистый продукт. Надо хоть пару помидоров оставить на салат. Хозяюшки, пишите в комментариях, у кого-то, когда идет консервация, все до последнего помидора, до последнего огурца. А вечером садишься ужинать, а салат сделать не из чего. У нас почему-то часто так. Еще и с детства помню так. Мама всегда старалась все побольше в банки напихать, чтобы зимой было сытно. Угу. Ну и добавлю этот кусочек перчика. Без семечек. Не выбрасывать же. Все. Сейчас это дело нужно хорошо помять. Я это буду делать руками. Так, чтобы помидоры пустили сок. Вверх присыплю немного горчичным порошком. Это предотвратит образование плесени.
Ну, где-то чайная ложечка будет. И также сверху 2 столовые ложки соли. Вот так вот, по всему этому. Без горки. Будет сильно соленая. Накрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на 2-3 дня. Хозяйка все помидоры обработала. Девчонки, следите за видео. В каждом видео будет очень интересный рецепт помидоров на зиму с изюминкой. Я в восторге от всех рецептов. Прошло 3 дня, сейчас буду хвастаться, что же получилось. А для начала скажу, обязательно поставьте что-нибудь под низ. Потому что на следующий день на утро было мне. Пришлось кухню мыть. Так, я следила всегда, чтобы было сверху все покрыто жидкостью. Посмотрите, какое оно красивое. Ну давайте ж помидорчик достанем один. Оно пахнет просто обалденно. Разрежу. Пробуем. Угу. Конечно же, 3 дней для закваски это мало. И все же процесс брожения запустился. Бактерия кисломолочная уже образовалась. И сейчас прячу помидоры на дозревание в холодильник. Для этого понадобится 30-40 дней. И тогда мы получим кисленькие, такие газированные, плотные, квашеные помидоры. А сейчас, хозяюшки, покажу свой эксперимент, что же получилось. Это тоже простояло у меня 3 дня. По вкусу заквасилось. Я его просто измельчила блендером. И хозяюшки уже сварила борщ. Что я вам хочу сказать? Аромат стоит просто потрясающий. Так вкусно. За что я обожаю эти квашеные помидоры. Из-за того, что с ними получается самый лучший борщ. Очень вкусно пахнет. А это я сейчас беру вот такие вот зип-пакеты. Нет у меня банок. Нет у меня места уже в холодильнике. Вот так вот разливаю. Дай бог попасть прямо в него. Хорошо хранится. Ой, а это я еще, знаешь что? Лучка сюда к борщу. Я еще люблю просто нарезать лук с этой заливкой и ароматное растительное масло. Салат обалденный, попробуйте. Все. Застегиваем хорошо, плотненько. Обязательно плотно. Потому что у Ани есть опыт. Уже морозилку тоже приходилось уже мыть мне. Выпускаю вот так вот воздух через маленькую. Слышишь, да? Все. И в морозилку. Когда нужно, достала, быстро растаяла в борщ или в подливу. Вообще обалденная вещь. Так, главное, чтобы было место в морозилке. Есть место. Вот. Занимает место до сих пор. Да, Сережечка, так что, пожалуйста, Пожарим рыбу. с рыбалочкой повремени пока. Все, а этот я беру, накрываю. Опа! Все. Чем дольше стоят они, хозяюшки, тем вкуснее. Так что готовьте, радуйте своих близких, делитесь своими рецептами. Буду рада услышать ваши отзывы, кто попробует. Ну а мы есть борщ.